Всем надел. И сегодня я люблю тыкать в Электро-Степан-продукт. Не прошло и 8 лет, и вот наконец-то обзор. Итак, что здесь есть? Изначально в 2004 году я купил эту гитару. Корпус из Олег, из 3 Олег. И основной корпус, и рога, пришитые. 3 Олехи. Грипп сделан из клена, с накладкой из палисандру. Форма головки, как ты знаешь, была совсем другой. Что было произведено? На хирургическом столе добрый мастер Степан отхерачил мне ровно вот так вот. Вот с этой стороны и вот с этой стороны. То есть, фактически, он оставил ровно саму деревяшку грипха и прихерачил сверху 2 ушка. И это более-менее стало напоминать эсп. Что я сделал потом? Потом я поставил Floyd Rose от фирмы Гатох и Top Losk от фирмы Гатох. Колки стоят самые дешевые, вероятно сделанные в Китае, купил в Канаде. Неважно какие, главное, что есть Top Lock. Довольно долгое время у меня стояло здесь 2 звукоснимателя. Красненький DiMarzio Super Distortion, а этот DiMarzio 416 зона 61 стоял вот здесь. Было всего 2 звукоснимателя. Но потом я понял, что Олег это хорошо, это настоящий Stratocaster Sound. Поэтому я запилил ХСС. Здесь я поставил Seymour Duncan Alnica 2 Pro. Это тот же самый DiMarzio 416. И Seymour Duncan Yngwie Malmsteen. Благодаря всему этому мы можем добиваться совершенно фантастических стратозвуков. Итак, по порядку. 5 позиций. Бридж.
самое в обратном порядке на чистом звуке. Прямо как тогда. Нельзя просто взять и сделать обзор без снега. Средний звукосниматель сам по себе опущен архинизко, поэтому он не предполагает одиночной игры на чистом звуке, по крайней мере. Но в комбинашке на 2 и 4 дает просто невообразимо. Ну, бридж, он и есть бридж. Именно на этой гитаре я записал альбом Хада Мувезе, поэтому я предлагаю, чтобы я сыграл на ней какой-нибудь отрывок знойный. Итак, это был то ли китайский, то ли японский Фернандес. Но звучит он хорошо, сделан из Олег, со звукоснимателями. Предвкушаю вопрос, продавать не буду. Продавать не буду, может быть, только лишь лет через 26. Не сейчас. Он мне еще пригодится в бою. Всем добрый день. Это Тривиум. И сегодня мы делаем бенды. Бенды делать просто. Берешь и делаешь. Вот так. Итак, допустим, нам нужно попасть в знойный соль. Берем и попадаем. Чтобы не было так сухо и по-мудацки, лучше всего подкрепить бенд эротическим вибрато. Тянуть можно далеко. Все зависит от силы пальца, от толщины струн и от того, есть ли у вас дополнительный тянульщик. У меня есть.
профессиональный бенд на самом деле никому не нужен. Поэтому лучше всего тренироваться делать простой блюзовый. Никого не говорите. Можно делать вниз. Можно делать вверх. Разницы нет никакой. Кому как нравится. Можно делать даже вверх-вниз. Сначала лучше начинать с тюнера. Или если тюнера нет, то можно со слуха. Если у вас нет ни тюнера, ни слуха, лучше станьте великим кинорежиссером. Музыка не для вас. Или, например, как Брайан Мэй любит делать. По-всякому можно. Бенди! Великое дело! Итак, это Музда, и сегодня у нас единственное авторское видео без всяких опознавательных знаков, без названия группы, названия песни и так далее. Пожалуйста, не надо мне присылать чужие видео, типа «это крутой парень». Если ему надо, он пришлет. Крутые парни, как правило, всегда подают в суд. Если они сразу не подадут, то уже через неделю-другую этот выпуск на дело будет удален с YouTube по требованию правообладателя. Это творчество, блядь. Если вам есть что сказать, запишите себя и пришлите. Все. Итак, это были крутые безымянные парни. Я жду каждого. Каждого. Сергей, здравствуйте. У меня гитара Ibanez Jam. Проблемы с Floyd Royce. То есть ее настройки. Как после замены струн настроить правильно Floyd Royce, чтобы он строил и не расстраивался?
Итак, вопрос отстройки Флойд Роуза волновал не одно поколение, поэтому я изображу схематически. Итак, вот ваш автомобиль. У него есть всегда стальной, иногда бывает с какой-нибудь другой херни сделанный блок. У блока есть пружинки. Они обычно входят через специальную железочку с помощью шурупчика. Они входят в деревяшечку. Так что же, с этой стороны у нас подходят струны. Вы узнаете типичное строение. И здесь у нас есть так называемые ножи, на которых все держится. И эта херня ходит тудой-сюдой. И мы все учили термех, поэтому рассмотрим все очень наглядно. Здесь есть сила натяжения струн F-стринг. Если будет действовать только она, то, судя по вот этим стрелочкам, машинку нахер перегнет и вырвет. Для этого есть компенсирующая сила, так называемый F-спринг, то есть сила натяжения пружины. Для того, чтобы все канало F-стринг должно быть равно F-спринг. Тогда это относится именно вот к этой стрелочке. Именно к этой стрелочке. Как только, напомню, здесь корпус у нас. Как только эти силы будут сбалансированы, машинка окажется ровно под 0 градусов к горизонту. И именно это обеспечивает стабильность строя. Натяжение пружинки регулируется очень просто. Достаточно туда-сюда повинчивать шурупчик. Их обычно 2. Тогда натяжение пружины регулируется, и мы можем все это изменять. Все очень просто. Например, у гитары Ibanez можно наебнуться. Что это я нарисовал? Все очень просто на самом деле. Как-то так, и сюда приходит струна. То есть основание машинки не плоское, а почти что треугольное. Не стоит. Это неправильно. Это неправильно вот так делать. Равнять нужно именно по нижней кромочке. Нижняя кромочка 0 градусов к горизонту. Тогда все абсолютно получится. F-стр равно F-спр. Крути туда-сюда, меняй калибр струн, не забывай подкручивать натяжение пружин. Все просто, проще не бывает. Итак, это был надел. До следующего четверга, через 1 неделю. Ёпты, чуть не забыл. Начинаю триумфальный анонс. Уже в октябре с начала до середины будет небольшой совершенно тур. 8 городов. Самые интересные концерты. Несколько новых незабываемых сюрпризов. Поэтому следите за новостями, за обновлениями, за афишами. Обязательно рассказывайте об этом своим друзьям, заставляйте продавать гитары, почки, родственников, телевизор из дома, все что угодно. Но на концерте необходимо присутствовать, потому что то, что будет там, вряд ли когда-нибудь вы сможете забыть. Я жду каждого. Я не раз еще напомню, не раз. Надел.